Рамазан, спасибо большое, что ты нашел время связаться с нами. Приветствую тебя. Приветствую тебя, Эс. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, где ты родился, где вырос, кто ты по национальности. Я по национальности черкес, родился в Карачаево-Черкесии, в ауле Савчедахи. Здесь вырос, живу по сей день, мне уже 29 лет, и учился тоже здесь, в садик ходил тоже здесь. Ну, Так, я знаю, что ты по папе адык, а по маме абазин. да. Расскажи нам, пожалуйста, в какой атмосфере ты рос, возможно, какие-либо ценности в тебя вкладывали и отец, и мама, что-то особенное говорили, что можно, что нельзя делать. Что может, что нельзя, это, как сказать, я вот вырос, родился здесь в ауле, у нас в ауле как бывает, тебя все воспитывают, все соседи тебя воспитывают. Тем более у меня родная тетя старше отца, сестра старше, она замуж вышла, здесь рядом же, она метра 200-150 рядом живет. Меня все воспитывали, можно сказать. Можно сказать, у них жил. И вот так у нас в ауле все воспитывают, в переулке, на улице все воспитывают. То есть Тем ты более летом после учебы, да, мы ездили к бабушке уже с маминой стороны, и я все летом, наверное, там жил, и учил абазинский, и они тоже меня воспитывали. То есть ты имеешь в виду, что общество воспитывает, не только семья, но и Да, все вокруг? ну да, в аулах так бывает, я считаю. Ты мог бы вспомнить какое-нибудь самое яркое впечатление из детства, может быть? С детства даже не помню. Я вот помню, как в школу пошел первый раз, а такие моменты, как у меня с больницы забирали, а такие А маленькие еще. почему ты в больнице оказался? Желтухой болел. Понятно. А вот в школе, какие любимые предметы у тебя были или учителя, которых ты запомнил? Какие отношения с товарищами школьными были? Хорошие отношения в школе. Вот у меня друг есть близкий, с кем я уже сколько после школы начал общаться. Я с ним учился 9 лет, я с ним не дружил, вообще никак не дружил, а сейчас мы очень близкие друзья. Каждый день мы с ним созваниваемся, видимся. Ну, близкий мне человек вот так. А из школы, из учителей я всех помню, всех запомнил. Я там учился 9 лет, я после 9 класса ушел. И я не скажу, что я был отличником, ну, так, да, хорошо, можно сказать, учился. А, Вытягивал там. Ну, хорошие отношения были с учителями. Не со всеми, но в основном, да. у тебя было какое-то хобби любимое в детстве? Чем ты увлекался? И я в 1 классе пошел на дзюдо. После школы я домой не пришел, меня здесь весь переулок искал, я домой прихожу, меня здесь все ищут, вся улица ищет. Меня поругали, но я все же ходил, вот я на дзюдо ходил. В школе же у нас наш физрук преподавал нам борьбу, и я вот туда ходил, 9 лет я туда ходил. А почему ты вдруг однажды в один день решил пойти на дзюдо? Ну, не знаю, на тот момент дзюдо, наверное, у нас в ауле преподавали. Я даже не помню, с кем я пошел. Может, меня кто-то отвел. Я пошел, я домой очень поздно, ночью пришел после школы, это в 1 классе было. И, и, и вот так, я не знаю, почему дзюдо выбрал. Наверное, дзюдо и было, наверное, в ауле тогда. Ну, помимо Я не того, помню, что что это вид спорта был. Ну, помимо того, что родители тебя поругали за то, что ты поздно пришел, как они отнеслись к этому виду спорта, который ты выбрал? Ну, это такое внимание особо не обратили, наверное, что ребенок ходит и ходит. Сейчас Я здесь поняла. все, наверное, отдают своего ребенка на какие-нибудь секции по-любому. Ам, ну, ты можешь вспомнить самые первые серьезные соревнования? Да, я пошел, у нас чемпионат республики был по дзюдо, и я выиграл,
первые свои соревнования. Домой пришел, грамоту спрятал под футболку. Я домой прихожу, у меня мама с папой там в огороде, короче. Это было лето, ну, тепло было. А, Я домой пришел, им показал, они обрадовались, они первый раз восприняли это всерьез, и вот так. Все бодюдо, я больше ничего не выигрывал в жизни. Хорошо, тогда, а почему ты спрятал сначала ее под футболку, грамоту? Не знаю, сюрприз, может, хотел сделать. Ну, я Пожалуйста. ребенок, я просто запомнил, что я спрятал. Но вот ты занимался спортом, тебе не хотелось бросить спорт и гулять с друзьями на улице? Ну, как сказать, ничем не заниматься? Это бывало, конечно, это когда еще помоложе, это так и бывает. Ты не можешь, не относишься как к своей работе. Ты то ходишь, то бывает пропустил, там родственник женился, пошел на свадьбу, там, или еще там погулял с друзьями, прогулял тренировку. И это бывает, конечно. Ну, а как ты себя заставил сконцентрироваться и оставить свое внимание на спорте? Но если вот за школьные годы считать, то у нас не было такого контроля, тренер нас не контролировал, нас отпускали, это физрук у нас был тренер, и нас отпускали, допустим, на летние каникулы, и все, мы пропадали на 3 месяца, и после опять мы начинали тренировать. Ну, так, короче, детей чем-нибудь занять, скорее всего. Но у меня получалось, и я как-то, ну, отличался, может. И после 9 класса я поступил в колледж, уже переехал. Не то, что переехал, здесь у нас город недалеко, здесь 10 километров от моего аула. И мы ездили каждый день. И вот после 9 класса я перешел на смешанное... нет, я еще чуть походил на дзюдо, потом на смешанное единоборство перешел. И я вот там уже серьезно отнесся к тренировкам. Вообще другие тренировки. И все уже чуть по-другому было. Ну вот как переходит в ММА? А что для этого нужно? Просто захотел и Я перешел, или какой-то должен быть результат? Нет, у меня друзья как ходили, там настолько только открылся, там дагестанец у нас был, он сюда переехал, жил здесь с семьей, и он начал тренировать, ну, секцию я открыл, и пацаны ходили, мои друзья, я просто с ними пришел. А тогда он такой не особо развитый был, и там выигрывал, кто лучше борется. А я и так с дзюдо перешел, у меня получалось на спаррингах. И вот так первые соревнования поехали, и нас человек 20 отвезли, и я выиграл. Приехали, и тренер сразу по-другому начал ко мне относиться, уже начал требовать с меня какие-то там моменты. Я уже не пропускал тренировки, меня индивидуально он начал тренировать. И вот так я... А вот можно сказать, Нет, что ММА сложнее, чем дзюдо, как вид спорта? Или нельзя так сравнивать? Нет, я даже не сказал бы, что сложнее. Все-таки дзюдо сложнее, наверное, Да. как вид спорта. Да, это олимпийский вид спорта, и он такой. Ну, но опаснее это, конечно, Вот я думаю, смешанное единоборство. я и хотела как раз спросить, ведь это опаснее. Вообще это оправдано? И в материальном плане это оправдано? И стоит это того? У нас республика небольшая, у нас несколько здесь человек, которые на каком-то уровне результат показывают, и как-то нам даже бывало, я не приходил на тренировку, с меня требовали, звонили, ты где, почему пропустил, нас на каждую неделю на какие-то соревнования отвозили, вот кто результат показывает, с нас требовали, нас возили постоянно, и на тот момент ты материально чуть не думаешь, ты хочешь какой-то результат показать, ты хочешь отличиться. И я к тому, что республика маленькая, и мало людей, кто спортом занимается, именно смешанными. И когда ты лучше других в чем-то, уже, ну, думаешь, уже не только за себя думаешь. А не думаешь о Так. том, ты не думал о том, что ты можешь получить какие-то увечья, достаточно серьезные травмы? Или это в любом спорте? Ну, я думаю, в любом спорте это вот Но в ММА же травмировать. больше шансов их получить, нет? Ну, да, я думаю, да.
М. Ну, не знаю, А, мы на Всевышнего надеемся, что у нас со здоровьем ничего серьезного не произойдет. а сколько у тебя было боев, сколько побед, были ли проигрыши? Да, у меня есть 17 побед, м, и 3 поражения. Что самое сложное? То есть как ты воспринимаешь поражение? Что ты чувствуешь в эту минуту? Не опускаются ли у тебя руки? Морально ты как это переживаешь? А, я вот когда у меня сколько боев? 13 побед где-то было подряд без поражения серии. И я проиграл. И я вот тогда, зато этот вот проигрыш мне большой опыт дало. Я понял, что мне надо менять там тренера, может, и я понял, что нужно менять тренировки. И вот после этого боя я поменял много чего у себя там в жизни, в спорте, тренировок, ну, касаемо тренировок. И зато вот благодаря этому проигрышу, наверное, я вышел на другой уровень. А ты можешь Да. описать вот это чувство победы, когда ты побеждаешь? Что ты чувствуешь внутри? Вот с- раньше я наслаждался этой победой, я думал, радуешься, ходишь там, а сейчас я уже отношусь как к своей работе, нету такого выиграл, и все, ну, я настраиваюсь на победу, и просто ты выполняешь свою работу, и все. Там главное вот последствия, как тебя люди будут признавать, нет, что они будут тебе писать, там, А что ты вот имеешь это в виду? главное. Что ты имеешь в виду? Что они могут писать, кроме того, Ну, молодец? Разве но нет? есть, нет, есть люди, которые хорошо дерутся, выиграл, он после стоит и в интервью что-то там задевает кого-то или еще А, что-то, или там, не знаю, он в клетке может себя плохо повести, там они ругаются, ссоры, там, чуть ли после клетки они там до драк не доводят, доходят и постоянно в соцсетях друг друга обзывают. Вот это, чтобы главное не было. Вот если такое отношение будет с соперником, никакого наслаждения не бывает от поединков. Я имею в виду признание людей. Люди должны тебя признавать независимо. Ты проиграл, выиграл. Когда тебя люди приветствуют, вот самые лучшие ощущения у меня. Вот, у меня цель вот так, короче, чтобы главное люди меня признавали. То есть ты имеешь в виду, как бы ни сложились обстоятельства, вне зависимости от победы или поражения, человек должен вести себя достойно, это более ценно, да? Да, вот, да, А с правильно чем это, а с сказал. чем это связано? То есть с воспитанием или с неумением держать свои эмоции человека? Или все вместе? Ну, я даже не знаю, с чем это связано. Вот воспитание, скорее всего, твое окружение, с кем ты общаешься. И вроде ты общаешься с человеком, вроде нормальный человек, там, дружишь с ним, ты с ним на связи, и он м, после боя что-то выкидывает, и ты думаешь, да как так, что он говорит, Понятно. почему так? И, ну, а после боя это же как ты 5 минут, допустим, по 5 минут 3 раунда там или больше, 25 минут ты подрался, это же бой, ты пропустил, там, не знаю, ну, сложно, ты там на эмоциях. А эти операторы сразу к тебе подходят и начинают вопросы задавать. Может, они чуть не восстановились, не знаю даже на что это Может, они ссылаться, специально честно подходят, говоря. чтобы пока была эйфория Но у они, человека? конечно, они специально подходят, но надо А контролировать ты момент. можешь сказать, ты видел когда-либо, чтобы от проигрыша человек духом сломался, а от выигрыша, ну, от нескольких выигрышей, там, нескольких побед, это человека развратило? То есть, другими словами, он тоже сломался. Были ли такие примеры в твоей жизни? Есть такое, если человек сломался, он может сломаться, может наоборот для него это большой опыт, что он вообще другой человек становится, ну, как боец имеется в виду, и на другой уровень выходит. Для него это тоже, как я сказал, опыт. Может сломаться, если не сломается, он сильнее будет, намного в разы на него, несколько головы, а если сломается, то уже все, я думаю, он не сможет дальше даже простые соревнования выиграть. А победа может развратить человека? То есть ряд определенных побед. Да, Это тоже конечно. искушение своего рода получается. Да, потому что, ну,
Это от человека зависит. Люди даже не знают, ты просто обычный парень, тренируешься там для себя, ты дерешься, и бам, ты на такой уровень выходишь, и люди начинают тебя признавать, кричать, там, фотографироваться с тобой, там, звать тебя там в гости. Ну, такие моменты резко, когда у человека такое бывает, он может Равновесие. скалив убить. Да, равновесие Да, потерять. равновесие. Если, а такой человек, я пока ему хорошо не Мгм. нададут в клетке, когда он не проиграет какой-нибудь такой бой, он в себя не придет, мне кажется. Вот как реагируют твои родные и близкие? Ведь это все равно, наверное, в какой-то степени стресс, такой вид спорта. Как они тебя поддерживают? Они как дома уже как-то привыкли особо. Ну, все говорят, бабушка особенно, родственники, там, Твоя все бабушка тоже оставили. смотрит? Конечно, смотрят. Ну, она результат знает, она так не М, сидит, не смотрит, но она всегда, когда прямой эфир идет, она на улице или там в коридоре ходит, слушает звуки, что там из Понятно. комнаты издает. Да. И кто-то плохо реагирует. Вот бабушка с маминой стороны постоянно просит, там, чуть ли не умоляет, чтобы я оставил этот спорт и говорит, пока ты здоровый, уходи. Но они чуть не понимают то, что ну вот я могу свой флаг поднять там, но я за такие моменты, я как бы за историю думаю, я могу свой флаг поднять на таком уровне, там сколько трансляций, прямой эфир идет по телевидению, я могу сказать там слово какое-то за свой народ, за свою нацию там. И я еще раз повторюсь, там немного наших адыгских бойцов, которые выступают на таком уровне. И когда ты понимаешь, что ты можешь там подраться, выступить хорошо и не можешь оставить спорт. Я вот думаю, еще пару лет я оставлю, ну, посмотрим, как будет. Я Да. помню яркое впечатление, которое произвело на многих людей, когда ты вышел с адыгским аббасским флагом, сшитым вместе, соединенным. Это, конечно, было очень приятно. Это такой жест на объединение. Мог бы ты рассказать, почему ты принял такое решение и вышел с двумя флагами, соединенным в одном? Но я до этого выходил с флагом черкесским постоянно. И вот когда сказали, что в Сочи турнир будет проходить именно на Красной Поляне, а я знаю, что с этой Красной Поляной у нас многое связывает, у нас огромная большая история. И я думаю, я, конечно же, надеялся, я уверен был на свою, ну, на Всевышнего надеялся, что я выиграю, что я подниму этот флаг на таком уровне, именно на Красной Поляне. И я вот просто хотел всем показать, что мы один народ, независимо, что у меня мама абазинка или бабушка абазинка. Я, может, если даже так не было бы, я бы, наверное, так и сделал, потому что я очень, ну, я считаю, что это братский народ наш, что это, ну, вообще думаю, что это один народ вообще. Неважно, ты абаза или адык. И поэтому я так сделал. И, альхамдулилlah, я выиграл, я поднял этот флаг, я объяснил, почему я так сделал. И я горд был, что я смог после боя поднять этот флаг еще раз, уже с другими ощущениями, с М, победой. Да, мы очень Да. тепло здесь, в Абхазии, тоже восприняли это действие, этот шаг. Хотелось бы, конечно, чтобы, как ты рассуждаешь, больше горцев, кавказцев рассуждало, чтобы они делали какие-то такие поступки, которые направлены на единство. М, А у меня такой вопрос. С какими бойцами ты знаком, которые произвели на тебя положительное впечатление, которые, можно сказать, являются примером для подражания для тебя? Но Есть ли такие? любой боец может, ну, есть его за что уважать, потому что выходить в клетку, проходить там несколько месяцев тренировок, это тяжелый труд, это нелегкое, нелегко дается. И за это каждого бойца можно уважать. Но есть люди, за которым надо
не знаю, с которых брать пример, это, я думаю, на первом месте это вот именно касаемо смешанных единоборств, это Хабиб Нурмагомедов, который вышел, поехал, первый проходит UFC, поехал в UFC, показал свой уровень, и достойный человек, его миллионы фанатов по миру у него, которые его уважают и ценят его как просто не только как бойца, но и как человека, как себя ведет, как разговаривает. Да, Я думаю, с него надо брать пример. да, я согласна с тобой. Его украшает это не только победа, но и скромность. Конечно. Такой вопрос у меня к тебе. Можно ли сказать, что спорт, любой спорт, может являть собой серьезную альтернативу наркомании, алкоголизму и различным привычкам, разрушающим жизнь человека? Если у тебя цель есть, ну, касаемо спорта, ты не можешь быть наркоманом и спортсменом, ты не можешь курить сигареты и быть спортсменом. Это невозможно. Даже ты это до поры, до времени ты какой-то можешь. Ты даже никакого результата не покажешь. И даже какой тренер тебе разрешит, чтобы ты сигаретами пах и заходил в зал. И я думаю, что детям, это вообще от родителей, мне кажется, зависит. Но если ребенка ты отдал, надо следить, воспитывать ребенка, надо смотреть, там, сейчас телефоны покупают дорогие, еще и каждый месяц оплачивают им тариф, чтобы он в интернете ребенок сидел, и потом жалуются, что там в каких-то соцсетях они сидят, что-то они видят, что-то они слушают. И вот надо воспитывать, надо отдавать, надо каждый день возить в школу, со школы, не знаю, на тренировку, там еще куда-то, пока человек уже сам, у него, Не который сформируется. человек, да, не сформируется, сам уже должен понять, что ему нужно в жизни. Он же уже в школьные годы, юноша должен понять, чем он должен заниматься в будущем. Ну, почему для одних детей становится примером для подражания такие, как Хабиб Нурмагомедов и многие другие там спортсмены и различные деятели, а для других антигерои, которые пропагандируют через песни алкоголь, я даже не хочу их имена назвать, или клички, алкоголь, развратный образ жизни. Как вот, родителям перенаправить, если, допустим, они живут в мегаполисах, у них много работы, мало времени на детей, как можно их ориентиры немного сдвинуть? Вот, если послушать Хабиба, каждое интервью, каждый его там, беседа с кем-нибудь, там, он говорит про воспитание, как его воспитывал отец. Он всегда говорит, меня воспитывал отец. У него не было ни разу там... ну, каждый день, наверное, его отец там с ним рядом был, и он вышел, он стал кем есть, благодаря только своему отцу. И вот, кто плохо относится, это от родителей зависит. Как мой человек не курит, не пьет, там, не знаю, спортом занимается, обустроил себе жизнь там родственников, как можно к нему плохо относиться. Я даже не знаю, не могу понять таких людей. Хорошо. Независимо какой ты, хоть ты русский, хоть ты там еще, не знаю, какой национальности. Я вот еще уточню вопрос. Вот, допустим, детям 11 лет. И есть один, сейчас я, чтобы его имени не называть и не делать ему рекламу. Есть один товарищ, который, и таких много тоже, к сожалению, у которого, Певец, наверное, да? да, поют развратные всякие Ага. вещи про то, ну, все переводит в материальное и в разврат. То есть я один раз зашла к нему в Инстаграм, и у него были подписаны дети 11-12 лет, и они все наблюдали, и там у них были реакции различные, а он там и обнаженный прыгал, как лошадь на столе. Ну, короче, такие вещи делал. Вот как сделать так, чтобы смотрели в сторону людей, которые созидают, которые нравственный образ жизни ведут, а не в людей, которые аморальный образ жизни ведут? То есть я поняла, надо заниматься ребенком, но еще, возможно, какие-то советы ты можешь дать? Я же, как и раньше сказал, это от родителя зависит. Ты
родители дают телефоны Всё с верно. выходом в интернет своим детям и и не следят, лишь бы ребенок чем-то занялся, там, они своей работой, там, ну, у нас, видишь, не так все легко, они работают, дети сами по себе и выходят в интернет, а то же самое, как ты говоришь, ну, не буду ему рекламу Мгм. делать, но многие же сделали рекламу, он спел какую-то, я даже не знаю, какие песни он поет, он что-то там спел и начали Хабиб отреагировал, еще там отреагировали такие, ну, знаменитые люди. М, а сейчас он пошел и выпустил еще вторую песню. Мы вот вчера, позавчера ездили в Нальчик, и они мне показали этот клип. Я вообще в шоке был. Он в Да. церкви В клип церкви? снял. Уже в церкви? Церковь, да, католическая церковь, там они, короче, клип сняли, там ужас. Вот ему сделали рекламу, он хуже еще клип выпустил. Он Да. спел какую-то песню, ему сказали, нельзя это делать, он Ему все нипочем. раскрутили его, и он хуже выпустил. Да. Но он, кстати, самый оплачиваемый певец, кажется, на сегодняшний день. Представляешь? Сколько внимания к этой персоне. Так, и зовут его на всякие телеканалы. А сейчас всех певцов зовут на все Да, телеканалы. сейчас всех, кто себя ведет так. Хорошо. Какие качества в тебе воспитал спорт? Качество характера воспитывает, а остальное у меня круг общения самое главное. Он и небольшой. У меня есть очень много знакомых, с которыми я хорошо общаюсь, но я близко общаюсь. У меня там немного людей. Я не знаю, мы все, я понимаю их, я одобряю, какой жизнью они живут. Мне все нравится, мне все устраивает. И у нас, можно сказать, у всех одинаковый образ жизни. То есть компания твоего общества Да, формирует тебя в нем. да, Я видела видео с маленьким малышом. Это мальчик или девочка? Твой ребенок. мальчик, да. Каким бы ты хотел, чтобы он вырос человеком? Какие самые важные качества в нем ты хотел бы, чтобы присутствовали? Не знаю даже, как сказать. Главное, порядочность, богобоязненность, скромность. И вот самые такие важные качества. Вот это. А сколько бы ты хотел иметь детей? Ну, 3, 5. Я знаю, один человек мне сказал, 18 это я должен обязательно. Но все воля Всевышнего. Иншаллах, когда у тебя будет дочка, какие бы качества хотел ты в ней видеть, когда она вырастет? То же самое могу сказать. У нас одна душа, Всевышний дает одну душу. Кто-то мужского пола, кто-то женского пола. И то же самое могу сказать. Богобоязненность, самое главное, а потом уже скромность. И мы как супругу выбираем за те же качества. И вот То есть эти такой же качества присутствуют в матери твоего ребенка? Хорошо. Я желаю тебе всех благ. Пусть твоя семья всегда остается крепкой. Родители всегда будут здоровы. Тебе успехов во всех благих начинаниях. Пусть все беды обходят тебя. Я благодарю за время, которое ты уделил нам. Тебе большой-большой привет от братьев Абхазов и сестер. И самое важное задание: обязательно с семьей ты должен приехать домой. домой, да? Да, конечно, Абхазия твой второй дом. Ты же Абхаз наполовину. Да. Всё, спасибо большое и тебе за такое интервью. Очень приятный разговор, приятная беседа. Спасибо взаимно. Всё, мне все понравилось. Мне тоже спасибо. Я сейчас Даже отключусь. приятно, что так вышли с Абхазии. Я думаю, раз так выходит на связь, раз там на такие интервью, я думаю, для этого мы все правильно делаем. Мы Все на правильном правильно. пути. Как-то Да, будем следовать да. тому же. Надеюсь, мы еще с тобой созвонимся, но ты обязательно, правда, должен приехать в Абхазию.
Ты должен посмотреть здесь все. Это тоже твоя земля. Все хорошо, я Спасибо. постараюсь приехать.